Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Для тех, кто еще со мной не знаком, еще раз скажу, меня зовут Ира, я из города Запорожье, живу в городе Запорожье. Сегодня решила снять видео для того, чтобы отвлечь вас и себя от этого ужаса, который происходит у нас сейчас. Вот, и собрала для показа хоечки, которым присвоили женские имена. То есть у них есть именно циферно-буквенное обозначение, как у многих и многих других сортов, но этим именно хоям коллекционеры дали имена. И сегодня я вас с некоторыми, которые есть в моей коллекции, познакомлю. Сейчас перед вами два экземпляра хои Мишель. Я очень люблю эту хою. Она красивая, сплэшная. У молодых листиков очень выражены вот такие прожилочки. Когда лист уже взрослый, прожилки становятся менее заметными, но все же, посмотрите, какой красивый, блестящий, глянцевый лист. Красивый сорт, как я сказала. Единственное его недостаток или особенность, называйте как хотите, это чувствительность к поливу. Вот, обратите внимание, лист. Видите, черные точки. У многих коллекционеров я видела тоже на этом сорте такие черные точки. Это из-за неравномерного полива, по моим наблюдениям. То есть полив должен быть равномерным, хоя не должна пересыхать, но и, конечно, заливать ее тоже не стоит. Вот, я сейчас перевела на фитильный полив, как я вам говорила. Ну, стараюсь, по крайней мере, просто подливать водичку вот, в емкости. И, как видите, на молодом листике и вот на этом листике не наблюдаем таких изъянов в виде черных точек. Вот листики растут более равномерно, красивезные. Вот. Растет она, ну так, не быстро. Любит, как и многие, опять же, сорта, выдавать длинную плеть, а потом обращивать ее листиками. Вот есть у меня на каком-то из этих экземпляров цветонос, но, не знаю, зацветет, зацветет, нет и нет, в принципе. У меня хои слабенько цветут, поэтому я не расстроюсь. Особенно этот мусор потом от цветочка убирать. Не, ну если зацветет, конечно, я буду рада. Вот такой красивый сорт Мишель. Как-то, не помню я, как там еще цифры, буквы. Ну, те, которые у нас продают в Украине, то я думаю, что это все один и тот же сорт. Хотя некоторые подписывают там из Америки, но я думаю, это кто-то один привез этот сорт и размножил, и мы смогли его себе приобрести. Вот такие красивезные листья. Так что хоя Мишель, красоточка, рекомендую в коллекцию. Вот такая вот она. Поехали дальше. Ну, а это перед вами хоя Белла. Вернее, две разновидности из, по-моему, 5, да, хой Белла. Значит, вот это Белла Альба Маргината, вот это хоя Белла Льюис Буис. Есть еще зеленая, полностью зеленый листик хоя Белла. Есть с более мелким листиком хоя Белла, который называется, по-моему, если не ошибаюсь, мистер Тент или что в этом роде. И есть еще очень похожа на вот эту, как Льюис Буис, но у нее еще зеленая полосочка идет по центру листика. И она как-то называется там ланцеолата или что-то в этом духе. Ну, вы не смотрите, что она у меня такая обгрызенная, я ее подстригла, потому что для меня это такой, я бы не сказала, что очень простой сорт, вернее, вот эти вот не очень простые сорта для выращивания. Почему? Потому что меня все время пугает, когда они начинают истончать листики. Я думаю, что это вот проблема с корнями, когда листик становится тонкий, как бы без тургора. Ну, сейчас они уже налились, да. Вот, и я бегом начинаю их стричь, делать себе дублики. Ну, жалко будет, если пропадет. Поэтому я подстригла, особенно вот эту Льюис Буис, плюс мне знакомая просила, я ей постригла тоже для нее. Вот, и я поставила в тепличку черенки, не знаю, укоренятся, потом подсажу сюда. Вот меня спрашивали, кстати, поскольку у меня растение в горшке. Ну вот, кстати, вон, Мишель, можно, ну, не видно, наверное, я скажу, здесь 2 черенка посажено, там Мишель 1 черенок посажен. Ну, а таких мелколистных можно несколько черенков сажать. Единственное, что если вы садите разные сорта в один горшочек, смотрите на их условия содержания.
какие им нужны, чтобы полив был одинаковый, вот, чтобы не получилось, что одна любит быть влажной, другая просушку там чуть ли не полную любит, поэтому вот на это обращать внимание. А количество черенков в емкости, сколько сажать, ну это в зависимости от объема горшка, если одного сорта или очень похожих сортов, как эти, я думаю, можно сажать несколько. Ну, у меня даже крупнолистные хвои растут по несколько черенков, так красивее. Потому что вот пока вот это вот обрастет, да, тут вот с 2 плетей только обрастаем. А когда одна плеть, ну, столько горшков, мне просто места нет. Вот такая вот хоя Белла. Видите, вот у этой Альба Маргинаты у нее молоденькие листики, еще и с окантовочкой. Ой, я видела у девочек очень пышные кусты, у меня это огрызочек. Ну ничего, может, и мы такие нарастем когда-нибудь. Пышненькие, красивенькие. Вот такая вот Белла. Поехали дальше. Ну, а это перед вами очень старый сорт, но не менее красивый, чем многие молодые, там, новиночки всякие, да. Это Хоя Лиза, Австралис Лиза. Это варигатная форма Хоя Австралис. Красивые листья. Для меня она тоже непростая была. Я только научилась с ней дружить. И вот она резко у меня пошла в рост. Я еще даже, вот видите, опору еще не придумала. Надо будет лесенку какую-то соорудить. В чем ее такая вот капризность или как особенность? Тоже полив. Она тоже очень чувствительна к поливу. Это у меня так. Я рассказываю, как у меня. То есть, если ее подсушить, потом полить, нижние листья она сбрасывает. Вот там вот видите, у меня нет листьев. Вот она, листья те, она как бы их... Они отвалились, в общем. Ну, у меня есть еще большой экземпляр, но он не дома. Она, ну, как рос этот экземпляр у моего брата, потом переехал в другую квартиру. В общем, там очень круто. То есть я не знаю, как брат за ним ухаживал, но я подозреваю, что практически никак. Но там я вообще таких проблем не замечала, и она у него и цвела, а у меня вот так вот. Подсушу, полью как-то, и листики отваливаются. Ну, а сейчас вроде как, опять же, пытаюсь вот типа фитиль вот, применять, и все у нас более-менее нормально. Поэтому я эту хою, кстати, не показывала в обзоре моих самых простых и неприхотливых хой. Мне девочки говорили, что я как бы забыла, да, про этот сорт. Я уже не стала в комментариях писать, но сейчас скажу, что для меня это не есть самый простой сорт. Вот так. Ну, это для меня. Если подружиться, то сорт, конечно, классный. Второй тот экземпляр, который у брата рос, он еще и цвел в прошлом году. Вообще сорт очень красивый. Лиза очень красивая хоя. Вот накручу ее на опору, конечно, это будет вообще шик, блеск, красота, потому что она очень красиво смотрится на таком колечке каком-нибудь или сердечке плетеном. Такая вот милая, красивая хоя. Но тоже вот полив, надо следить за поливом. Вот такая вот Лиза. Такую плеть мне выдала. Обычно Лизы капустой растут, а тут вот такая вот палочка. Ну, в принципе, да, заводите в коллекцию, следите, и все будет красиво и хорошо. Так, ну а эта красотка Хоя Лариса. Вот такая вот она. Листики у меня пока растут очень меленькие, они должны быть крупнее, но пока вот такая мелюзга. Ну ничего, мне она очень нравится, больше всего, наверное, тем, что она загорает. Вот. Ну и сплэш на листьях, да, красивый. Вот. Не знаю, прожилки будут, не будут. Ну, в общем, малышка. Но раз уже решила показывать, показываю всех, которые с именами. Листья должны быть, ну, раза в 2, я думаю, крупнее. Вот. Пока она у меня только раскочегаривается для активного роста. Вы не обращайте внимания, у меня немножко мысли сегодня путаются, но раз уже решила снимать, снимаю. Но если буду немножко притормаживать, вот так оно. Как есть, в общем. Ну, вот такая вот Лариса. Классная. Тоже мне нравится. Вот я ее как-то показывала уже. Мне кажется, она вообще не выросла с того времени. Но в контексте темы данного видео я обязана показать, что есть. Так, следующая хойка. Это моя мелюзга Матильда Сплэш. Матильда. В общем, хоя Матильда. Так что, если вас зовут Матильда, вот, это будет ваша тезка. Не знаю, как пойдет, насколько будет сплэшность сохраняться. Как видите, нижние листики совсем беленькие. Сейчас как-то не очень вроде. Ну, я под яркий свет поставила. Мне знакомая рассказывала, что у нее Матильда Сплэш
практически полностью как бы начала расти зеленые листья. Потом она ее под яркую лампу поставила, и сплэш вернулся. Вот она мне показывала фотографии, да. Вот, поэтому провожу эксперимент. Надеюсь, у меня тоже будет она красивенькая, беленькая. Сорт очень красивый. Но на самом деле, вот если так вот прям сказать, мне зеленая Матильда с маленькими точечками серебристыми тоже очень и очень нравится. Ну, очень. Она такая классная. Листья монеточки, меленькие, такие плотненькие. Ну, красавица. Вот этот листик, конечно, покореженный. Не знаю, почему вырос такой. Вот. Сорт очень красивый. Да, просто даже обычная зеленая Матильда с маленькими точками. Ну, а такая, конечно, это роскошь. Это прям, ну прям вообще вот эти вот нижние, да. Как Вилбур Грейвс в миниатюре, скажем так. Так вот. Вот такая красоточка. Ну, тут, конечно, совсем показывать нечего. Я обычно такие вот новинки не показываю свои. Ну, ладно, раз имя у нее есть, значит, покажем. Это Хоя Алена. Вот такой лист красивый, с прожилками. Вообще, ну, у нее есть вон там уже на стволике вот здесь новый росток. Здесь вообще-то был рост, когда я покупала. Но такое бывает, поэтому вы тоже не расстраивайтесь, потому что особенно новички расстраиваются. Ну, я тоже, конечно. Когда получаешь, вот на фотографии видишь хоечка уже с ростом и с листиками даже. Вот у меня было, да, хоя с листиками здесь маленькими. Причем она не ехала даже по почте. Мне ее знакомая привезла, то есть я у знакомой покупала. Все хорошо, я ее поставила, и листики эти свалились, ну, как бы отпали. Такое бывает, так что не расстраиваемся, лишь бы с корнями все было хорошо, как говорится, листья нарастут. В общем, такая вот Хоя Алена. Она редкая, ну, я очень редко вижу у нас в продаже, но мне она нравится. Очень-очень жду своих листьев. Хочется посмотреть ее потенциал. Потому что я даже в интернете мало видела фотографии этой хои. Такая вот она с прожилками. Тоже сплэш у нее есть. Так, ну и покажу две хои, тоже именные, с именем, которых я считаю прям вообще королевами. Сейчас, секундочку. Ну вот, это одна из них. Это моя тезка Хоя Ирина. Я ее прям обожаю. Для меня это одна из самых красивых хой. Не потому, что это моя тезка, а потому что просто я очень люблю такие листья. И эти прожилки красивезные, яркие, да, и форма листа, и цвет вот листьев, он неравномерно зеленый, то есть это, она не больная, это так и есть. Вот видите, светлее, темнее, и серебряные вот эти вот пятнышки. Ну, в общем, очень красивая хоечка. Здесь у меня, здесь у меня два черенка вот посажено, да, в этом горшке. Я думаю, надолго-надолго этого горшка хватит. Вот такая красоточка. Почему-то я вижу, продают Хою Ирину, но листья у нее выглядят по-другому. Не знаю, то ли условия содержания, то ли, возможно, попутали сорта, потому что, да я уже когда-то рассказывала, что одна девушка купила несколько хой, вот тоже с именами, да, там Ирину, Светлану, Ларису тоже она купила, и еще что-то. И когда прислали, она выставляет фотографию, говорит: девочки, подскажите, не могу понять, что-то они все на одно лицо. И там действительно смотришь, такое ощущение, что одно растение, и то не очень, не самое красивое, да, порезали и под видом разных черенков ей продали, разных сортов. Вот. Ну вот, такая вот Ирина. Красотка. Мне очень нравится. Ну вот листья эти поменьше. Вот этот крупный. Есть у меня еще там маленький дублик. У него листья еще больше, чем эти, еще красивее. Ну, уже не буду показывать. Там классно. В общем, сорт бесподобный для меня. Я их такие сорта очень люблю, крокодильные. Так, ну и покажу в завершении этого видео свою прям королеву, я считаю. Там листья, конечно, для меня вообще бесподобные. Ну вот она. Это Хоя Светлана. Ну, посмотрите. Красота. Я тоже... Вот это новый лист. Вы посмотрите, у меня очень большая ладонь. Ну, лист это просто нечто. Я пыталась его сфотографировать, показать. Я не могла его сфотать. Он не помещается как-то вообще никуда. Вот такой вот лист. Красавица. Также вижу, не знаю, то ли другой клон, то ли опять же условия содержания, но листья,
которые вот продают, да, черенки, листья и без сплэша, и форма какая-то другая. У Светланы лист очень похож, как по мне, на бахой, но он более круглый, и у него, вот видите, край какой, типа как такие зазубринки, и вот он как такой тупой, и вот тут такой пимпочка такая маленькая. То есть форма листа, вот смотрите, вот новый, то же самое, видите, он закругленный, и вот такой хвостик у него. И на всех листьях, даже вот самый старый, вот такой. А я видела форму листа, которую вот продавали, вот такую, типа как Светлана. Не знаю, это не Светлана. У Светланы вот такие вот листья. Ну, а количество сплэша, возможно, из-за освещения, хотя у меня ничего такого. Самые обыкновенные светодиодные лампы, самые простые. Мощность там ватт 18, не больше на полке. Такая красотища. Растет медленно. Вот это ее недостаток. Растет у меня медленно. Листья очень плотные. Ну, очень. Ну, прям картон. Даже, да, плотный картон. Вот такой вот прям как коробки, да, картонные. Вот прям продавить не могу. А вот это вот еще новый лист. Совсем новый вот он. Еще такой. Там еще нет, будет новый. Но она тоже у меня сидела, потом выдала вот такую ветку огромную. Жду, пока обрастет. Потом, может быть, срежу. Сделаю еще себе дублик. Один раз я пыталась срезать с нее череночек, вот здесь, да, и это было зимой. Я так боялась, что ее могу потерять. Тогда у нас выключали свет очень часто. Я думаю, ну сейчас я ее укореню, будет мне дубликат на всякий случай, и он мне сгнил. Так обидно было. Вот. Вот такая медленно растущая королева. Очень красиво. Очень люблю ее. Ну, такие вот красотки с именами. Напомню, Мишель, Лиза, Белла, там малышки, Лариса, Алена, Ирина, там еще спряталась малышка где-то, ага, вот она, Матильда Сплэш, Матильдочка и Светлана. Вот такие красоточки. Ну, это все, что я хотела показать вам сегодня. Всего вам самого хорошего, доброго, мира нам, победы скорейшей, как обычно. Так ждем победу. Так, всего самого хорошего. Всем пока. До встречи на моем канале.